Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Сегодня у нас воскресенье, 1 марта. Сегодня первый день весны. Друзья, теплой весны. У нас уже плюсовая температура. Я уже сняла шапку. На градуснике у нас показывало плюс 9 градусов. И сегодняшнее видео мы начинаем с восточного микрорайона, из очень неожиданных и приятных новостей. На прошлой неделе мы отмечали праздник 23 февраля, День защитника Отечества. И все женщины старались преподнести подарок своим мужчинам, своим сыновьям, своим мужьям. Ну, так же само и я тоже решила сделать для своего мужа подарок. Конечно, это такой был подарок, ну, как говорится, 50 на 50. Сбудется он, хороший будет это подарок или плохой. За своим подарком я отправилась 20 февраля. Выехала я очень рано, в 6 утра. И посмотрите, какие у нас восходы великолепные утром. Приехали мы уже на место назначения. Иду я по направлению за своим подарком, очень долгожданным. Я надеюсь, по этому знаку многие уже поняли, куда я направляюсь и где я нахожусь. И да, друзья, вы не ошиблись. Иду я по направлению ГИБДД, точнее МРЭО, в Таганроге. Я здесь не одна, такая вы видите, сколько людей ожидают вместе со мной. И вот она, эта серая машина, на которой я буду ехать за своим подарком. Друзья, ну и вот она. Это розовая карточка, это водительское удостоверение, которое стоило мне столько нервов, ни одной седой волосине, наверное, прибавленной на моей голове. Ну и вот они у меня в руках. Получила я водительское удостоверение, правда, с 3-го раза. Первый раз, ну, конечно, это банальные ошибки из-за того, что было настолько страшно, ну, не знаю, мне было очень страшно, что я забыла просто элементарные такие вещи, как включить поворотники, либо наезжала, когда при парковке, и параллельная парковка, и парковка по 90 градусов, ну, то есть заезд в гараж. Я наезжала на эти линии, ну, это, естественно, штрафные баллы. И вот так вот я 2 раза пыталась, 3-й раз это был, естественно, решающий раз. Если я не сдам, то это все, на полгода можно забыть. Ну, то есть через полгода можно только пересдачу сделать. И вот, наконец-то, это свершилось. 21 февраля мы с Димой поехали за водительским удостоверением. Это нужно было видеть его лицо. По-моему, не я была настолько рада вот этой розовой карточке, как Дима. Я же говорю, это надо было видеть его глаза, как он обрадовался. Ну и что я вам скажу. Ехали мы когда назад с Таганрога, до Весело-Вознесенки вез меня Дима, а потом он такой выходит. У нас сразу вот когда Весело-Вознесенку проезжаем, у нас есть стела, которая указывает, что это заехали в Донецкую Народную Республику. И он выходит возле этой стелы, ну так, чисто на перекур. Я говорю, пересаживаемся. Я глаза вылупила, какой пересаживаемся? Давай, говорит, садись. Ну, что вы думаете, села я и привезла его до самого подъезда и даже припарковалась возле подъезда сама. Конечно, было очень страшно, потому что 46 километров мне надо было преодолеть расстояние, но я с этим справилась. И Дима сказал, еще и нормально справилась. Конечно, выезжаю я уже в город каждый день практически, ну, по чуть-чуть. Мы с Димой ездим. Но единственная моя проблема, как говорит Дима, что ты не можешь объезжать ямы нормально. Я либо притормаживаю, чтобы эту ямку, ну, так, прокатиться, ну, либо бывает, я в нее попадаю. Конечно, я, ну, сразу на тормоз снижаю скорость, чтобы, ну, так, чисто плавно перекатиться. Но еще, конечно, нужен опыт, который мы будем приобретать. И хочу предупредить всех водителей, сразу всех водителей, пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения. Такие инциденты у нас встречаются в городе очень часто, очень много нарушителей, о которых мы вам неоднократно говорили и показывали в своих видео. И вот еще одно нарушение правил дорожного движения, которое мы зафиксировали своим видеорегистратором Trend Vision. Здесь, как говорится, весь букет. И проезд на красный свет, и пересечение двойной сплошной, и выезд на встречную полосу. Прежде чем вы нарушаете правила дорожного движения, думайте, вы нужны дома живыми, вас ждут дома. Ну и давайте посмотрим этот сюжет, как это все было. Подарив дураков на дороге, я требую, чтобы ГАИ ввели знак.
И дуракам на машины лепили. Берегитесь, люди, на дороге дурак. Но мы надеемся, что человек увидит это видео, посмотрит на себя со стороны, задумается, одумается и больше не будет нарушать правил дорожного движения. Ну и, друзья, продолжаем наше видео. Как я уже сказала, мы находимся на левом берегу, на восточном микрорайоне. И коль у нас пошла тема дороги, вы посмотрите, какие у нас новости с левого берега. Улица Олимпийская, за которую мы вам рассказывали уже неоднократно в своем видео. Ее наконец-то начали ремонтировать. Это не один десяток лет. По-моему, эта дорога не видела уже ремонта. И наконец-то настал этот день. Смотрите, буквально за неделю, за какую-то неделю, или даже вообще там дней за 5, по-моему, какие произошли изменения. Лиля, ну хочу тебя поправить, не один десяток лет, а вообще, по-моему, с самого основания, как эта дорога была построена. Конечно, не знаю, в каком году, я этого не помню. Но, как мы видим, плит, да, дорога вся олимпийская практически сделана с плит. И это когда ее еще только делали, положили плиты, и на этом все. Ну, где-то подлатали иногда так ямки, ну, не без этого. Но, как вы видите, этой дороге уже ой-ой-ой сколько лет. Сейчас вот уже делают бордюры, вокруг бордюр делают опалубку, как мы видим. Делают довольно-таки быстро. Улица Олимпийская – это наша центральная дорога левобережья. Она очень оживленная, здесь очень много машин ездит. И, как вы видите, что по правой стороне уже и демонтировали старые бордюры, и уже сейчас устанавливают новые бордюры. По правой стороне, если идти в сторону восточного, имею в виду. А с левой стороны сейчас работает техника, тоже по демонтажу старых бордюр. Работают рабочие. Ого, глянь, как поднялся этот экскаватор. Вот такие у нас масштабные сейчас работы начались на левобережье. И это не может не радовать. Класс. По таким дорогам будет только одно удовольствие ездить. Особенно мне, чтобы было поменьше ямок. Потому что это еще моя большая проблема — ямки. Мы с вами немножко проедем и посмотрим, как идут работы по замене бордюров. Пока что бордюров. Дальше, я думаю, будут делать асфальтное покрытие. А вот что будут делать с плитами, я не знаю. Как ты думаешь, Дим, будут их демонтировать или нет? Думаю, что... Приехали мы на площадь Победы, а точнее на проспект Победы. За моей спиной вот эта вот дорога, обе стороны, они уже были отремонтированы, более-менее нормальное состояние. А то, что вперед меня в сторону комбината металлургического «Азовсталь», здесь дорога была просто ужасная. И вот, как мы видим, ее принялись ремонтировать.
Как мы видим, уже демонтировали старые бордюры, как с одной стороны, так и с другой стороны. Установили временные знаки, что здесь проходят ремонтные работы. И вот, друзья, посмотрите на эти ямы. Вот такие вот ямы были практически на всей протяженности этой дороги в сторону Азовсталя. Так что у нас изменения очень серьезные проходят на левом берегу. А еще сейчас мы подойдем в одно место. И это место, это улица Пашковского, на которой мы сейчас находимся. И как вы видите, что здесь идут работы по демонтажу трамвайных путей. Почему мы думаем, что это будет демонтаж трамвайных путей? Потому что если обратить внимание на рельсы, есть вот такие вот белые меточки. Они на каком-то определенном расстоянии друг от друга находятся. Но предполагаем, что это для того, чтобы резать эти рельсы. Есть две информации. Якобы, что здесь будет проходить новая трамвайная линия. Это будут новые рельсы. И трамвай все-таки будет на левом берегу ходить. А есть информация, что это полностью демонтируется. И на левый берег не будет ходить трамвай. Официальной информации нет. Поживем, увидим и узнаем, как будет это дальше. К улице Пашковского примыкает проспект 1 мая. И здесь также проходят трамвайные пути. Здесь также идет демонтаж этих трамвайных путей. Полностью на всем участке. Сейчас мы едем по улице Орджоникидзе и хотим доехать до трамвайных путей, которые находятся здесь, и посмотреть, что здесь происходит. Дорога эта тоже ремонтируется. Да, левый берег, конечно, молодцы в этом году взялись и очень серьезно взялись за него. Остановились мы как раз на пересечении улицы Орджоникидзе и улицы Сергея Лазо. Трамвайными путями соединяется улица Орджоникидзе и проспект 1 мая. Вот с той стороны, получается, шли трамваи. И, как видно, здесь они полностью демонтированы. То есть не только расчищена территория, но здесь вообще все пусто. Здесь нет ни рельс, ничего. Как вот с этой стороны, так и у меня за спиной. То есть в сторону проспекта Победы. Так что из этого мы делаем вывод, что рельсы будут демонтированы полностью по левому берегу, но с целью их замены или с целью укатывания под асфальт этот вопрос остается открытый. Ну, как говорится, поживем, увидим. Ну, а сейчас мы отправляемся еще в одно место. Ну, у нас тема сегодня – это тема автодороги, трамвайные пути. Так что едем мы еще в одно очень интересное место. Друзья, ну как вы все знаете, что у нас идет сейчас строительство, масштабное строительство трассы Р-280 Новороссия, а также строительство объездной дороги вокруг Мариуполя. И посмотрите, какие масштабы. Сейчас строится мост, это будет объездная дорога вокруг Мариуполя. Работы просто колоссальные проходят. Вот там вот вдалеке это край левого берега, восточный микрорайон, то есть окраина города, и вот такие вот серьезные работы проходят. Вот так это выглядит из машины, эти масштабы. Пока что, конечно, здесь еще сложно что-то понять, как будет эта развилка идти, но тем не менее, мне кажется, это будет очень грандиозно. Друзья, выехали мы специально на трассу Р-280. Это въезд уже в Мариуполь. И как видно, вот по левой стороне идут эти масштабные работы по расширению трассы. Так и по правой стороне идет расширение этой трассы. И насколько мы понимаем, что здесь будет развилка,
непосредственно вот к этому мосту, который мы вам показывали. Вот он, этот мост. Друзья, приехали мы на Ленинградский. Я думаю, зрители нашего канала догадались, зачем мы уже сюда приехали. На улице прям солнышко такое вышло. Вообще погода супер. Мы уже сняли шапочки. Вот такая вот обстановка на Ленинградском. Здесь, как всегда, очень многолюдно. Ну и направляемся за тем, зачем мы приехали сюда. Ну что, друзья, привезла я Диму в место, очень красивое место у нас на левом берегу. Для того, чтобы поесть вот эту вкуснятину, ароматную вкуснятину. Пока мы доехали, я, кстати, была за рулем, на минуточку. Вот, приехали мы в наш парк «Патриот». И что я хочу сказать, у меня за спиной, вы видите, целая куча машин. Мы хотели с Димой занять какую-то качельку, чтобы покататься, покушать, посмотреть на морюшко, на наше уже размерзшее морюшко. Посмотрите, все качели заняты. Не знаю, может быть, сейчас не видно будет на камеру, потому что засвет идет от солнца, но мы в любом случае подойдем туда, ну хотя бы там на лавочке какой-то присядем, потому что сегодня погода просто великолепная. Как говорится, ну, весна вот пришла, самая настоящая весна, очень тепло. И ну, все люди приходят в наш новый парк, парк «Патриот». Друзья, идем сейчас по парку и так вот смотрим, кто-то встал с качелей. Я такая: Дима, быстрее, быстрее. Я говорю, качели освободилась, потому что качели, ну реально все заняты. Но место, конечно, очень классное, такая смотровая хорошая. Ну, как раз вот поесть чебуреки. Кто-то, конечно, начинает подготавливаться к летнему купальному сезону, начинает заниматься спортом, а кто-то чебуреки начинает есть. Ну ничего, я тоже уже начала вчера заниматься спортом. Людей. Да? Ага, глянь. А детворы сколько, Дим, посмотри. Обалдеть. Ну вот, видите, весна действительно вступила в свои права. Все, пришли мы на освобожденную качельку. Дима, давай, садись. Сейчас будем чебуреки есть и смотреть на морюшко. Какой вид? Вид, конечно, просто супер. Просто супер. Погода шепчет. Класс. Друзья, ну что, как говорится, передаю вам чебуречный запах через экран. Вот такая вот хрустящая красота у меня. Ну, пока что только тесто, мяско там чуть-чуть дальше. Класс. На солнышке, на природе. Супер. Все, друзья, употребили мы эту всю вкуснятину. Спустились немножко ниже, на уровень ниже. Это детская площадка. И посмотрите, сколько здесь детворы. Сегодняшнее солнышко, сегодняшняя великолепная погода привлекла сюда, наверное, практически всю детвору. И, кстати, хочу заметить, что здесь, на детской площадке, тоже есть зоны с качелями. Как с этой стороны, так и вот с противоположной стороны. Ну, классно, да? Как отдохнуть, прийти. Класс. С детьми. Для детей вообще раздолье. Да. Чистенько, убрано. Класс. Друзья, ну и наши подписчики, наши зрители встречаются в нашем парке. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение по этому парку. Нравится вам? Конечно, очень нравится. Детям здесь, даже и нам вот, в возрасте людям походить, посмотреть, поотдыхать и покататься в качели же. Вообще очень красиво. Спасибо всем, кто это сделал нам. Вот такие отзывы от благодарных жителей Мариуполя. Детям вообще прелесть. Покататься где есть, и походить, и на качелях, и вообще. И воздухом подышать. Конечно, тоже рядышком море. Но сейчас мы спустимся еще на один уровень, ну, точнее уже ближе к морю, на наш левобережный пляж. Ну и вот он, берег нашего Азовского моря, нашего левобережного пляжа берег. Посмотрите, море уже полностью растаяло. Погодка, как я говорю, классная, чудесная, великолепная. И сюда тоже приезжают люди просто прогуляться, пройтись, подышать свежим морским воздухом. Водичка уже все растаяло. Буквально еще несколько недель тому назад мы с Димой ходили по вот этой воде, аж вот туда, вот где летят птички.
Это все было заморожено, а сейчас уже у нас настоящая весна настала. Здесь есть такой небольшой островочек из песка. Дима решил подойти, попробовать, какая вода. Дима, ну рассказывай, какая вода. О, лед. Лед? Ну, немножко теплеет. Кстати, вон немножко. еще ледышечки, видишь, лежат вдалеке. Лежат, конечно, они еще долго будут лежать. Друзья, ну и с такими замечательными видами на берегу Азовского моря мы будем с вами прощаться и заканчивать это видео. А также хочу еще напомнить, что у нас в описании под видео, в описании канала есть ссылки на наши телеграм-канал, а также на наш второй YouTube-канал. Видео там выходят гораздо чаще о нашем городе Мариуполе. Так что ждем от вас подписки и лайков. На этом мы с вами будем прощаться. Всем пока и до новых встреч в следующих видео.